Всем привет, друзья! Меня зовут Камила, добро пожаловать на мой канал. И прежде чем мы перейдем к основной части этого видео, я бы хотела исправить свою ошибку, которую я допустила в прошлом видео с книгами, которые я хочу успеть прочесть до конца этого года. Там я сказала, что автором романа «Миндаль» является мужчина. Это не так, автор женщина. Дело в том, что в корейском языке есть типично мужские имена, есть типично женские, а есть гендерно-нейтральные имена, и таких имен очень много. Так вот, я не знаю, почему я решила, что Вон Пхён — это мужское имя, я была на 100% уверена, поэтому не перепроверила, но это не так. Автор женщина, и ее имя не склоняется. Вон Пхён. Это моя ошибка, я прошу прощения, в следующий раз буду перепроверять информацию. Это снег падает с крыши. Прошу прощения заранее за посторонние звуки. Итак, давайте перейдем к основной части этого видео. Дело в том, что сейчас хоть и середина декабря, и на улице лежит снег, но новогоднего настроения нет, и чтобы создать его, я составила список фильмов, сериалов, которые я буду смотреть, чтобы создать новогоднюю атмосферу. Вот у меня список, как вы поняли, я списочный маньяк, я люблю составлять списки, обожаю это. Итак, первый пункт — советские мультфильмы. Это те мультфильмы, которые знакомы всем нам с детства, которые так возвращают в то время, когда ты был маленьким, по телевизору крутили эти фильмы. В общем, такое назад в прошлое. И первый фильм — это «Снежная королева» 1957 года, экранизация сказки Ганса Христиана Андерсена. Я люблю этот мультфильм, и всегда вот эта снежная королева такая холодная, с этой высокой короной, прекрасная, немножко такая жутковатая. Мне очень нравится этот мультфильм. Эта снежная королева немного так пугала в детстве. Это Герда, которая бросается на поиски своего брата Кая, которого украла, как раз-таки похитила снежная королева, и какие она лишения встречает на своем пути, и кто ей помогает в этих поисках. В общем, потрясающая экранизация, мне она очень нравится. Следующий мультфильм «12 месяцев». Я очень всей душой обожаю этот мультфильм. Это вот мое детство, я обожала в детстве смотреть этот мультфильм. Это история о том, как взбалмошной королеве захотелось подснежников зимой, и как маленькой девочке приходится, ее заставляет мачеха и сводная сестра отправиться в лес и за этими подснежниками, потому что королева обещает целую корзину золота за них. Но, как вы понимаете, зимой подснежников не бывает, они появляются только весной, но ей на помощь приходят 12 месяцев. И об этом, собственно, сказка. Очень люблю этот мультсериал. Третье — «Умка». Я вот в детстве не смотрела мультфильмы про Умку, про этого медвежонка белого. Там, я так понимаю, несколько, по-моему, именно мультфильмов, не только один, по-моему, два. От начала до конца я их ни разу не смотрела, только как-то обрывками, когда крутили там по телевизору на заднем плане. И вот я хочу посмотреть полностью. Но это колыбельная мамы Умки, я думаю, всем знакома из детства. Четвертое — «Зима в Простоквашино».
Ну, это мой один из самых любимых мультфильмов детства. Я обожаю Простоквашино, и особенно вот этот новогодний выпуск, где мама приходит на лыжах, ее крутит по телевизору, где дядя Федор с Матроскиным, и все наряжают елку. В общем, я обожаю этот мультфильм, так что буду пересматривать и ностальгировать по детству. То же самое обожаю новогодний выпуск «Ну, погоди». У меня была кассета VHS, помню, со всеми выпусками «Ну, погоди». И, в общем, новогодний выпуск я особенно люблю и буду пересматривать. И прям тепло разливается на душе, когда я сейчас говорю об этих мультфильмах. Шестой мультфильм «Щелкунчик» 1973 года. В прошлом году, в начале года, в январе, прям в самых первых числах января, я читала сказку Гофмана «Щелкунчик». Мне она очень понравилась, очень такая зимняя, рождественская, такая праздничная история. И буду пересматривать в этом году, точнее, я не смотрела, экранизацию буду смотреть ее впервые. Это советская экранизация 1973 года. Седьмой мультфильм «Ночь перед Рождеством». Это экранизация 1951 года одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. С Гоголем у нас сложились довольно натянутые отношения. Я помню, в школе я читала Тараса Бульбу и просто продиралась сквозь текст. Мне было очень сложно читать его. И я читала «Мертвые души». Как раз это экранизация повести о том, как молодой человек, сейчас забыла его имя, ищет черевички для своей возлюбленной и даже летит на черте за ними в Петербург. В общем, он готов на все ради своей возлюбленной. И восьмой пункт. Тут я записала такие коротенькие мультфильмы советские, составила целый список. Я просто прочту их подряд, потому что их много. «Снеговик-почтовик», «Новогодняя сказка», «Варежка», «Мороз Иванович», «Дед Мороз и Серый Волк», «Дед Мороз и лето», «В лесу родилась елочка», «Новогодняя ночь», «Когда зажигаются елки» и «Серебряная копытца». Это такие маленькие коротенькие мультфильмы. Такой я составила целую подборку. Думаю, посмотрю их всех подряд. И «Серебряная копытца», кстати, очень атмосферный такой мультфильм. И следующий пункт я назвала «Зарубежные анимационные фильмы». И первым фильмом я сюда записала горячо любимый мной, просто обожаю, пересматриваю каждый год. Это экранизация рождественской песни в прозе Чарльза Диккенса «Рождественская история» 2009 года с Джимом Керри, Колином Фёртом и Гарри Олдманом в главной роли. Просто обожаю. Это классическая история про Скруджа, который очень такой черствый, жадный, и не верит он в Рождество, и как к нему приходят три духа Рождества, и как он меняется в лучшую сторону. Очень такая добрая, светлая история. Я обожаю, опять-таки, эту экранизацию просто всей душой. Буду пересматривать в очередной раз. Второй пункт. «Клаус» 2019 года. Фильм производства Испании. Я видела, когда он только выходил, но тогда я не смотрела. Эта история такая очередная вариация на тему Санта-Клауса и как вообще зародилось Рождество. Думаю, будет интересно посмотреть. Следующий фильм, просто горячо любимый мной еще с детства. Один из самых моих любимых мультфильмов в детстве – это «Балто».
1995 года, экранизация реальной истории. Дело в том, что на Аляске разгорелась эпидемия дифтерии, и сыворотку невозможно было доставить самолетом из-за снежных бурь. Довезли только поездом, но нужно было еще 1000 километров как-то довести его до маленького городка, и это возможно было сделать только на собачьих упряжках. И о том, как молодой неопытный Балто встает в эту упряжку и благодаря своему чутью, нюху, силой воли и стойкости все-таки довозит эту упряжку с сывороткой до этого маленького городка. Очень люблю этот мультфильм, просто обожаю, и очень трогательная история, которая произошла в реальной жизни. Следующий фильм, просто обожаю его, тоже один из моих самых любимых мультфильмов детства. Это «Хрусталик и пингвин». Это такая история любви одного пингвина, Хьюби. Дело в том, что у пингвинов есть такая традиция. Пингвины должны принести камешек своей возлюбленной в знак своей любви. И Хьюби очень любит одну пингвиниху, Марину, и хочет признаться ей в любви, и все не может найти подходящий камешек, и вот он его находит. У него есть соперник Дрейк, который вот борется с ним за любовь Марины, и он сталкивает Хьюби в море, и Хьюби там теряется, в общем, попадает на браконьерское судно, и на этом судне уплывает далеко, и ему нужно до полнолуния следующего успеть вернуться и преподнести Марине вот этот вот камешек, хрусталик. И об этом, собственно, фильм. Очень его люблю, обожаю. Просто такая очень трогательная история любви пингвинов. Так, с анимационными фильмами и мультфильмами мы закончили. Теперь давайте перейдем непосредственно к фильмам. И первый фильм «Человек, который изобрел Рождество» 2017 года. Дело в том, что Рождество было не так популярно в XIX веке в Великобритании. И такой интересный факт: именно благодаря Чарльзу Диккенсу Рождество становится сначала в Великобритании по всему миру чуть ли не главным праздником, вообще очень популярным. И именно благодаря Чарльзу Диккенсу и его святочным рассказам многие рождественские традиции, которые мы знаем до сих пор и которые дошли до нас, стали популярны тогда и популярны до сих пор. Именно благодаря Чарльзу Диккенсу. И этот фильм как раз-таки о том, как молодой Чарльз Диккенс пишет свои святочные рассказы, как к нему приходит эта идея и как он ее воплощает в жизнь. Молодого Чарльза Диккенса играет Дэн Стивенс. Следующий фильм «Рождественские хроники». Такой добрый семейный фильм. Я смотрела первую часть в прошлом году. Санту играет Курт Рассел, а миссис Санту играет Голди Хом, его жена. Это история о том, как в семье глава семьи умирает, он пожарный, погибает, и у него есть 2 детей, сын и дочь, и как они переживают эту трагедию и собираются встречать первое Рождество без отца, и они уже потеряли веру в Рождество, но тут они случайно снимают, захватывают на камеру то, как пробирается Санта к ним по дымоходу, и как он оставляет подарки, и они начинают за ним следить, и его Санта-мобиль, скажем так, его сани ломаются, и о том, как они пытаются доставить подарки всем детям и успеть доставить все подарки. Это была история
первой части, но, как я узнала, вышла вторая часть. Буду пересматривать в этом году и первую, и вторую. Очень добрые такие семейные фильмы. И последний фильм, я имею в виду такой семейный фильм. Мне очень захотелось такого фильма посмотреть, который о семье, которая собирается на праздники, ну, которые вот терпеть друг друга не могут, какие-то есть невысказанные обиды, какие-то претензии, и они собираются все вот на Рождество в одном доме, и тут вспыхивает искра, и вылезают скелеты из шкафов, и высказываются вот эти претензии. Ну, конечно же, Рождество, праздник, и рождественский дух побеждает, и они все друг другу прощают. И, в общем, очень захотелось вот какого-то такого фильма, и «Любите Куперов» просто идеально подходит под это описание. Это фильм о семье, просто со звездным составом. Там Дайан Китон в главной роли, моя любимая, Джон Гудман, Оливия Уайлд, Аманда Сейфрид, Мариса Томей и даже молодой Тимоти Шаламей, который еще до популярности своей, там очень он молоденький. В общем, это очень такой добрый семейный фильм о семье. Дальше пошли романтические комедии. «Ван Письмо» 1998 года. Просто обожаю этот фильм, люблю его нежной любовью. Там рассказывается о двух людях, мужчине и женщине, которые переписываются по электронной почте, но они друг друга не знают, никогда не виделись. И главная героиня Кэтлин Келли, она владелица маленького магазинчика книжного. Все, как я люблю. Любовь, книги, Рождество. В общем, потрясающий фильм. И вот, значит, Кэтлин Келли общается с мужчиной, а по соседству за углом открывается огромный просто книжный магазин по типу Barnes Nobles, такой вот, там и продают и кофе, и плюшки, в общем, там можно посидеть, почитать, и этот магазин вытесняет магазинчик Кэтрин с рынка, ей это, естественно, не нравится, потому что магазинчик этот для нее не только работа, этот магазинчик книжный достался ей по наследству от мамы, это очень для нее ценное такое воспоминание о маме. И она общается с молодым человеком, а он оказывается хозяином этого магазина, которого играет Том Хэнкс, и которого она терпеть не может, но она, естественно, об этом не знает. Вот такая очень такая добрая история о любви и любовь, книги, Рождество, что может быть лучше. Так, следующий фильм Love Heart 2021 года, прошлогодний фильм, который почему-то у нас перевели как «Неуловимый аромат любви», не знаю. В нем главную роль играет Нина Добрев, которую я отношусь абсолютно холодно к ней. Это история о том, как девушка общается онлайн с парнем, но никогда его не видела, и она решает сделать ему сюрприз и летит к нему на Рождество домой. И оказывается, что он не тот, за кого себя выдавал. В общем, такой сюрприз, как это бывает, когда общаешься онлайн. Почему я захотела посмотреть этот фильм? Там играет один из моих самых любимых комиков американских китайского происхождения, Джимми О Янг, которого я очень люблю, он очень смешной, и он играет там одну из главных ролей, собственно, поэтому я хочу посмотреть этот фильм. Следующий фильм «Рождество на двоих» 2019 года с обожаемой мной, любимой Эмилией Кларк,
которая всем известна по роли Khaleesi в «Игре престолов». Просто ее обожаю, она совершенно потрясающая, очень такая позитивная, смешливая, с отличным чувством юмора, потрясающая просто. И она отличная актриса, по моему скромному мнению. И она играет здесь девушку, которая не верит в Рождество, но при этом переодевается эльфом и работает продавцом в магазине рождественских подарков, игрушек и так далее. И она встречает прекрасного молодого человека Тома, которого играет Генри Голдинг, и, в общем, там завязываются какие-то отношения. Думаю, будет очень интересно посмотреть. Следующий фильм «Пара на празднике» 2020 года, фильма с Эммой Робертс. Я его уже смотрела. И это история о том, как молодую девушку, она не верит в Рождество, не верит во всю эту рождественскую чепуху и новогоднюю праздничную атмосферу, ее все это раздражает, но ее достали родственники и вся семья затюкали просто вопросами о том, почему же она одна и почему же у нее нет молодого человека, когда же он все-таки появится. И она случайно сталкивается с парнем, и они договариваются, что они будут притворяться друг для друга парой на праздники. И мне нравится то, что здесь не только Рождество, здесь все американские праздники, они, значит, несколько раз в год встречаются и разыгрывают такую влюбленную пару перед всеми родственниками. Здесь не только Рождество, здесь и Пасха, и День Благодарения, и 4 июля, в общем, и Хэллоуин даже, по-моему, в общем, все известные американские праздники. Хочу пересмотреть этот фильм. Вот, это что касается фильмов. И я также хочу пересмотреть уже... Это будет 3-й год, когда я пересматриваю этот сериал, очень мной тоже любимый. Это «Дэш и Лили». Опять-таки, моя любимая тема книги, новогодний Нью-Йорк, Рождество, что может быть лучше. По сюжету Дэш, который терпеть не может Рождество, из-за того, что он всегда остается один на этот праздник, а Рождество, как мы все знаем, семейный праздник, ему приходится оставаться одному, потому что его отцу с его очередной новой подружкой нет до него абсолютно никакого дела. И у нас есть Лили, которая просто обожает Рождество, она обожает все, что связано с Рождеством, она поет песни рождественские, колядки на улице, в общем, и она обожает эту рождественскую атмосферу. Но дело в том, что в этот год она остается одна, потому что ее родителям приходится уехать, и она понимает, что в этом году Рождество будет не таким, как всегда, и рождественский дух будет потерян, и ее это очень расстраивает. И они оба как бы остаются одни на Рождество. И Лили как бы в шутку пишет в красном блокноте задание и такие шифры, которые нужно расшифровать, и оставляет его в стренде, в своем любимом книжном магазине, и в котором часто появляется Дэш, он туда наведывается, тоже он очень любит читать, и как раз-таки он находит этот блокнот. И он, естественно, заинтересовывается и проходит эти задания, и у них завязывается общение через этот блокнот. Они оставляют его в стренде или передают через кого-то, там оставляют в пиццерии и так и общаются. Очень добрая такая история любви и о книгах, и, в общем, о том, как найти в себе этот дух Рождества, когда тебе абсолютно ничего не хочется, и ты не чувствуешь эту рождественскую атмосферу. В общем, очень добрый,
классный, позитивный сериал, один из моих самых любимых. Буду пересматривать в этом году. И последнее, что я для вас подготовила в этом списке, это балет. Да, я буду смотреть балет. В прошлом году, как я уже говорила, в начале года я читала «Щелкунчика», и как раз в начале года, сразу после прочтения, я пересматривала балет Мариинского театра под руководством Гергиева. Я просто обожаю этот балет. «Щелкунчик» — это один из моих самых любимых балетов. Я люблю его больше, чем «Лебединое озеро». И Чайковский один из моих самых любимых композиторов, поэтому очень люблю этот балет и буду его пересматривать в этом году уже во второй раз. Вот такими были фильмы, мультфильмы, фильмы, сериалы и даже балет, который я буду смотреть в этом году. Список получился огромным. Надеюсь, вы что-нибудь почерпнули из этого видео. Расскажите мне, что вы будете пересматривать. Может быть, вы захотите что-то посмотреть из моего списка, или у вас есть какие-то свои фильмы или сериалы любимые, которые вы пересматриваете каждый год. Оставляйте свои комментарии, мне будет очень интересно почитать. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих, и пока-пока.